Друзья мои, всем привет! С вами снова Вика Виктория. Темы двух моих последних видео были очень трудными. В них сильные эмоции и глубокие переживания. Я благодарна моим зрителям за энергию поддержки, за понимание и сопереживание. Ваша помощь в виде донатов очень важна. Спасибо всем! В этом видео я расскажу о том, как искала возможности лечения в Швейцарии неоперированного гормонозависимого рака груди. Напомню зрителям, особенно тем, кто впервые на моем канале, о том, что в нешуточных сражениях сторонников и противников прививок против ковида на Фейсбуке был опубликован ролик врача из Смоленска доктора Крамаренко. В поисках второй части видео я открыла ее сайт и нашла на нем книгу «Гомеопатическое лечение и излечение рака и опухолей с метастазами», автором которой является доктор медицины Йенс Бурстер. Ждать книгу не особо хватало сил, скачать ее было нельзя, но один человек поделился со мной фотофайлами. И пусть простит меня доктор Крамаренко за бумажный самиздат в единственном экземпляре. Книга написана для врачей, учеником известного гомеопата Дарио Шпинеди, создавшего целую научную школу и открывшего частную клинику с онкоспециализацией в Локарном. Это в Швейцарии. Почему Швейцария? Потому что там гомеопатия имеет официальный статус. Страховые компании оплачивают лечение. И этого швейцарцы добились путем голосования на референдуме. Выражение, которое часто можно услышать из уст медиков, но в это же надо верить, в Швейцарии не очень актуально. В гомеопатию верит государство. Я делала несколько попыток написать через переводчик доктору Бурстеру, автору книги, с просьбой стать его пациенткой и начать лечение у него. Но ответа не было. И тогда я попросила перевести письмо на английский мою подругу, у которой за плечами было МГУ по этой специальности. И ответ пришел. Правда, неутешительный. Доктор ссылался на большую занятость и писал о том, что у него так много пациентов, что еще одного он взять не сможет. Изучая сайт клиники и всматриваясь в портреты гомеопатов на нем, мое бессознательное взяло на заметку доктора Малхова. Я написала самому Шпинеди. Он порекомендовал мне обратиться к своему ученику, тому самому доктору, которого внутренне я уже выбрала сама. Так круг поиска врача, рекомендованного автором книги Бурстером, сомкнулся на докторе Холгере Малхове. Но не все так просто, потому что говорит он на английском. Немецкий является его родным, а итальянский он выучил, потому что Локарно находится в италоязычном кантоне. А язык для гомеопата очень важен, потому что к его пациенту много психологических вопросов. Отношения, страхи, гневливость, обидчивость – это не только к психологам. Даже сны имеют значение для выбора лекарства. И пока шел поиск возможности лечения в швейцарской клинике, я решила сделать обзвон рижских гомеопатов. Одни мне честно признавались, что не лечат рак, другие говорили, что это под силу только доктору Шпинеди. У двоих докторов все же был опыт лечения рака. Свой выбор я остановила на докторе Покатовой. Ее фамилия была среди рекомендаций иммунолога клинической больницы имени Страдыня Натальи Курьиной, ученицы Муцинецы, которая создала Ригвир. О нем в отдельном видео.
Центр классической гомеопатии на улице Антониес встретил меня подъездом с картинами и расписными орнаментами по стенам от входной двери. Красивая старинная лестница. В коридоре немноголюдно. Посетители выглядят несколько странно, как будто добыли золотое руно. Вхожу в кабинет. Доктор сидит через стол. Камера на треноге всевидящим объективом взирает на меня. Это напрягает, но я успокаиваю себя. Может, доктор боится что-то упустить? Консультация длилась 1,5 часа. Мне казалось, что мы говорим не о том. Но заплатив немалые деньги, я в конце концов не умничать пришла. И потом я хотела понять направление поиска и ход мыслей врача. Чувствовала я себя как на допросе у следователя. Но терпеливо отвечала на все вопросы. Образованных лечить трудно, особенно врачей, призналась гомеопат. Ее интересовало, каким я была ребенком, мои отношения с мамой, а я тупила и не могла назвать ни одной детской претензии. Потому что в реале моя мать дала мне даже больше, чем могла. Потом распекала про дочь, спрашивала, какой мамой я себя считаю. Раздражает ли меня, когда мужчина пристает ко мне с сексуальными намерениями? Боюсь ли я боли? Что у меня вызывает страх? Какие отношения на работе? Я же хотела рассказать и пыталась это сделать об истории своих болезней. Что зачем следовало и какие симптомы сменяли друг друга. О сквозняках, о многократных воспалениях верхней и нижней челюсти, о том, что все время мерзну, и с детства у меня всегда холодные руки, что у меня низкое давление и часто просто нет энергии жить. Важным моментом для меня было получить ответ на вопрос, когда ставить зубной имплант. Может ли это помешать лечению гомеопатии? Анестезия является антиподом лекарства, поэтому доктор Покатова рекомендовала сдвинуть операцию на год. Интересовало меня и мнение врача о препарате АСД-2. Она сказала, что лично знает Дорогову, они вместе учились, но в чем суть препарата, не вникала. Мои вопросы о питании при онкологии остались без ответа. Спросила врача-гомеопата о том, что, по ее мнению, является самым важным в полученной от меня информации. Она ответила: ветер, сквозняки, маринады, гневливость. Я сообщила ей, что пью аконит и что сегодня 10-я капля. Сказала об имевшейся у меня информации, что резко бросить пить его нельзя и нужно закончить курс. А доктор возразила, что можно бросить и резко. Разве вы аконит? Чтобы понимать такие вопросы, нужно как минимум знать общие принципы гомеопатии. О них врачи не расскажут. Но все гомеопаты единодушно на лекарствах, выдаваемых пациенту, пишут номера, а не их названия. Когда я стала настаивать на том, что хочу знать название выписываемого мне лекарства, доктор забеспокоилась. Будете проверять в интернете или консультироваться с другим гомеопатом? Все же написала название неразборчивым почерком. Я взяла ручку, переспросила каждую букву, записала разведение С200, но значение этой цифре я тогда не придала. Доктор сказала, что гомеопатия действует быстро.
Я ожидала какого-то элементарного осмотра опухоли, но его не было. Выйдя из кабинета, я вспомнила, что забыла обсудить еще два важных момента. Многочисленные папилломы в области декольте и незаживающий прокол от биопсии, где уже образовалось уплотнение. В целом была зла и не удовлетворена этой консультацией, но все же записалась на следующую, через месяц. Стала пить лекарства, прислушивалась к себе в ожидании хотя бы едва ощутимых перемен. Их не было. И в какой-то момент цифры разведения С200 в моей голове стали подавать сигнал бедствия. Я с ужасом стала искать ту страницу в книге доктора Вурстера, где было написано об этом. Каждая доза лекарства, даже если оно гомеопатически подходит в данном случае болезни, вредна, если она слишком велика. И при сильных дозах лекарства наносит тем больше вред, чем выше степень его гомеопатичности и потенцирования. В этом случае оно наносит гораздо больший вред, чем любая столь же большая доза лекарства, не являющегося гомеопатическим и не имеющего никакого отношения к болезненному состоянию. Аллопатического. Это про лекарства Big Pharma. Частое применение С-потенций делают болезнь почти неизлечимой, потому что организм оказывается больше не в состоянии выводить симптомы болезни на поверхность. А это ведет к распространению заболевания внутри. В следующем видео я продолжу свою историю, дам пояснения ко всем терминам, сегодня прозвучавшим, и расскажу основные принципы гомеопатии. Спасибо, что были со мной и досмотрели это видео до конца. С вами была Вика Виктория.